Здравствуйте, дорогие любители вязания! Посмотрите, какой узор я для вас нашла. Очень интересный узор. Мне не встречался такой. И очень легко он вяжется. Я рекомендую его для начинающих вязальщиц тоже. Этим узором связан жилет в немецком журнале Online Herbst номер 3 за 2016 год. И жилет привлек мое внимание в это время года. Очень актуальны такие модели. И вот сам узор. Особо мне здесь рассказывать нечего. Мы начнем сразу вязать. Схема будет, как всегда, перед вами по рядам. И в конце видео, как всегда, будет полная схема с расшифровкой условных обозначений. Раппорт узора составляет 6 петель в ширину и 12 рядов в высоту. Мы с вами свяжем 3 раппорта в ширину. Набираем на спицы 20 петель вместе с кромочными. Первую кромочную я снимаю, последнюю кромочную провязываю изнаночной. Итак, начинаем вязать первый изнаночный ряд. Перед вами схема, и эта схема по рядам. И в лицевых, и в изнаночных рядах мы вяжем по условным обозначениям, которые показаны на схеме. В отличие от японских схем, где условные обозначения все показаны на лицевой стороне. Итак, первый изнаночный ряд. Сразу после кромочной мы делаем накид. Затем провязываем 5 изнаночных. Затем снова делаем накид и 1 изнаночная. Вот мы провязали 1 раппорт узора. И повторяем второй раппорт. Снова накид, 5 изнаночных. Накид, 1 изнаночная. И третий раппорт. Накид, 5 изнаночных. Накид, 1 изнаночная и кромочная петля. Мы провязали первый изнаночный ряд. Второй лицевой ряд. Сразу после кромочной мы снимаем петлю, не провязывая, на правую спицу, и сбрасываем накид. Затем 4 лицевых. Снова снимаем, не провязывая, петлю и сбрасываем накид. Вот такой у нас раппорт узора в ширину. Второй раппорт. Снимаем петлю, не провязывая, сбрасываем накид. 4 лицевых. Снимаем петлю, не провязывая, и сбрасываем накид. Второй раппорт провязали. И третий раппорт. Снимаем петлю, не провязывая, сбрасываем накид. 4 лицевых. Снимаем петлю, не провязывая, и сбрасываем накид. Такой у нас второй лицевой ряд. Третий изнаночный ряд. Обратите внимание, на схеме закрашенные клеточки, это значит нет петли. Это значит, что мы не обращаем внимания на эти клеточки и вяжем, пропуская их. Сразу после кромочной пропускаем закрашенную клеточку и снимаем, не провязывая, следующую петлю. У нас рабочая нить перед работой. Далее 4 изнаночных. Снова пропускаем пустую клеточку, снимаем петлю, не провязывая. Рабочая нить у нас перед работой. Закончили 1 раппорт и вяжем следующие раппорты. Снимаем петлю, не провязывая, 4
изнаночных. Затем у нас снимаем петлю, не провязывая, от этого раппорта, и следующий раппорт у нас начинается, что мы петли снимаем, 2 петли. Сразу второй раппорт начинаю. Нить перед работой, снимаем петли, не провязывая, 4 изнаночных. И снова снимаем петлю, не провязывая, в конце ряда. Четвертый лицевой ряд. Сразу после кромочной мы снимаем петлю, не провязывая, 4 лицевых. Снова снимаем петлю, не провязывая. Один раппорт провязали и следующий раппорт. Снимаем петлю, не провязывая, 4 лицевых. Снимаем петлю, не провязывая, от второго раппорта, и сразу снимаем петлю, не провязывая, третьего раппорта, 4 лицевых. И в конце мы снимаем петлю, не провязывая. Пятый ряд вяжем точно так же, как третий. Снимаем петлю, не провязывая, 4 изнаночных. Снова снимаем петлю, не провязывая, от первого раппорта и от второго раппорта. Сразу 2 петли снимаем, 4 изнаночных. Снова у нас 2 петли снимаем, не провязывая, 4 изнаночных. И последнюю петлю мы снимаем, не провязывая. Шестой лицевой ряд. Сразу после кромочной мы перекрещиваем 3 петли. Можно взять дополнительную спицу и оставить первую петлю длинную, которую мы снимали, не провязывая, на дополнительной спице перед работой. Но я без дополнительной спицы. Очень легко здесь вязать без спицы. Провязываем 2 лицевые, и петлю с дополнительной спицы мы тоже провязываем лицевой. И вот эту вот петлю, которую мы провязываем, длинную петлю, нужно связать слабее, чем вот обычно мы вяжем, чтобы у нас не стянулся узор. И сразу навстречу перекрещиваем 3 петли в правую сторону. Первые 2 петли мы оставляем на дополнительной спице за работой. Провязываем длинную петлю лицевой, тоже послабее ее провязываем. И петли, оставленные за работой, провязываем 2 лицевыми петлями. Но их уже не надо вязать слабо. Это раппорт узора. И повторяем второй раппорт. Сначала 3 петли перекрещиваем в левую сторону, петля перед работой, провязываем 2 лицевых, петлю перед работой вяжем лицевой. И 3 петли перекрещиваем в правую сторону, 2 петли за работой, провязываем лицевую петлю послабее и провязываем 2 лицевых петли, оставленные за работой. Третий раппорт точно так же. 3 петли перекрещиваем сначала влево, и 3 петли перекрещиваем вправо. Вот такой шестой изнаночный ряд. Мы провязали половину раппорта в высоту. И сейчас мы будем вязать точно так же, только узор будем располагать в шахматном порядке. Седьмой изнаночный ряд. 2 изнаночных. Делаем накид. 1 изнаночная. Делаем накид. 3 изнаночных. И повторяем раппорт. 2 изнаночных. Накид
изнаночная, накид, 3 изнаночных. И снова третий раппорт, 2 изнаночных, накид, изнаночная, накид и 3 изнаночных в конце ряда. Восьмой лицевой ряд, 2 лицевых, снимаем петлю не провязывая, рабочая нить за работой, сбрасываем накид, снова снимаем петлю не провязывая, сбрасываем накид, 2 лицевых, 1 раппорт и повторяем 2 лицевых, петлю снимаем не провязывая, накид сбрасываем, петлю снимаем не провязывая, накид сбрасываем. Далее вяжем 4 лицевых, петлю снимаем не провязывая, накид сбрасываем, снимаем петлю не провязывая, накид сбрасываем, 2 лицевых в конце ряда. 9 изнаночный ряд, 2 изнаночных, петли, которые мы снимали не провязывая, мы снова их снимаем не провязывая, у нас рабочая нить перед работой. Далее будет 4 изнаночных, снова 2 петли, которые мы снимали не провязывая, в лицевом ряду снимаем, также не провязывая, нить перед работой, 4 изнаночных, снова нить перед работой, 2 петли снимаем, не провязывая, и провязываем 2 изнаночных. Десятый лицевой ряд, 2 лицевых. Я уже вам не отделяю раппорт 1, 2, 3. Снимаем 2 петли, не провязывая, нить рабочая за работой, 4 лицевых, 2 петли снимаем не провязывая, нить за работой, 4 лицевых, 2 петли снимаем не провязывая и 2 лицевых в конце ряда. Вам уже хорошо видно, где раппорт у нас начинается, где заканчивается. 11 изнаночный ряд мы вяжем точно так же, как вязали 9. 2 изнаночных, 2 петли снимаем не провязывая, нить перед работой, 4 изнаночных, 2 петли снимаем не провязывая, нить перед работой. Ну, не надо вам говорить, что тут нить надо послабее держать, которая перед работой. И снова 4 изнаночных, снимаем 2 петли не провязывая и 2 изнаночных в конце ряда. 12 лицевой ряд, сразу после кромочной перекрещиваем 3 петли в правую сторону, 2 оставляем за работой на дополнительной спице, провязываем слабо 1 лицевую длинную петлю и 2 лицевых с дополнительной спицы. И следующие 3 петли перекрещиваем в левую сторону. Первую петлю оставляем перед работой, провязываем 2 лицевые и петлю, оставленную перед работой, тоже провязываем лицевой. Делаем эту петлю подлиннее. И повторяем. 3 петли перекрещиваем вправо, 2 за работой оставляем, вяжем лицевую длинной петлей и 2 лицевые, оставленные за работой. 3 петли перекрещиваем влево. Петля перед работой, 2 лицевые. Петлю перед работой тоже провязываем лицевой петлей. Снова 3 петли перекрещиваем сначала вправо. И следующие 3 петли перекрещиваем влево.
Вот и весь узор. Мы провязали с вами 3 раппорта в ширину и 1 раппорт в высоту. Симпатично смотрится, правда? Когда вяжешь, узор скручивается и боишься, что он таким и останется, что будет все стянуто. Но когда я сделала ВТО с изнаночной стороны через влажную марлю, слегка касаясь утюгом марли, то получила вот такой замечательный узор. Я буду очень рада, если он вам тоже понравился. Ставьте лайки, если это так. Пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Присоединяйтесь к нам везде, где мы есть в интернете. Приглашайте к нам своих друзей. Я желаю вам здоровья и мира, добра и позитива, удачи и ровных легких петелек. Пока-пока.